Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире, и сегодня я хотел бы с вами обсудить очень интересный вопрос в свете последних мировых событий. А чему же Европа может научиться из прошлой истории, например, у XIX века? Мы с вами наблюдаем, как последние недели стали настоящим шоком для многих политиков и аналитиков. То, что сегодня происходит, воспринимается как завершение эпохи тесных трансатлантических связей и разрушение единства Запада, каким оно было, как вы знаете, последние десятилетия. Угроза глобального противостояния, неопределенность будущего мирового порядка – все это заставляет Европу искать свое место в меняющейся геополитической реальности и приспосабливаться к новым кризисам. Сегодня мы наблюдаем с вами, как Европа теряет чувство безопасности, однако куда приведет этот путь, остается открытым вопросом. Можно выделить несколько сценариев, каждый из которых может коренным образом изменить обстановку сил в мире. Одним из возможных сценариев – это возвращение к биполярному миру, где главными глобальными игроками станут США и Китай, а Европа и Россия окажутся на второстепенных позициях. В таком раскладе Европа может снова стать разделенным континентом, где восточная часть окажется под влиянием Москвы, а Запад под контролем Вашингтона. Такой вариант отсылает к холодной войне, когда мир, вы помните, был фактически поделен между Соединенными Штатами Америки и СССР, а Европа выступала лишь ареной для противостояния. Однако, в отличие от 20 века, сегодня Китай стремительно выходит на роль ключевой державы, и это может изменить всю логику биполярности. Другой сценарий – это формирование многополярного мира, в котором Европа сможет занять одно из центральных мест наряду с Соединенными Штатами Америки, Китаем, Россией и Индией. В этом случае Европейский Союз получит возможность стать самостоятельным геополитическим игроком, не зависящим от решений Вашингтона и Пекина. Преимущества такого порядка очевидны. Многополярность позволит Европе выстраивать собственные стратегии, защищать свои интересы и избегать диктата со стороны Соединенных Штатов Америки или Китая. Однако для этого Брюсселю необходимо укрепить единство внутри Союза, выстроить независимую внешнюю политику и усилить оборонные способности. Я вам хочу сказать, что на самом деле и биполярная, и многополярная система уже были частью истории Европы. Помните, в период Холодной войны мир был жестко разделен на два лагеря, а Европа оказалась разделенной на НАТО и страны Варшавского договора. А в XIX веке, вплоть до Первой мировой войны, существовала многополярная система, где сильные державы, такие как Британская империя, Франция, Германия, Россия и Австро-Венгрия, балансировали друг друга. Сегодня Европа стоит перед сложным выбором: либо стать зависимой от глобальных сверхдержав, либо укрепить свою стратегическую независимость. Наиболее болезненным последствием Холодной войны для Европы стало разделение Германии. Помните, после 1945 года страна оказалась разорвана на две части, на капиталистическую ФРГ и социалистическую ГДР. Символом такой разобщенности стала Берлинская стена, возведенная в 1961 году. Эта стена не просто разделяла город, она расколола целый континент, обозначив границу между демократией и тоталитаризмом. Но Германия была не единственной жертвой Холодной войны. Вся карта мира превратилась в такое игровое поле глобального противостояния, где Соединенные Штаты Америки и СССР боролись за влияние в разных регионах. Например, в Азии произошли разрушительные войны, сначала в Китае, затем в Корейская война 1950-1953 года и война во Вьетнаме 1955-1975 года. Дальше в Африке и Юго-Восточной Азии также разгорелись многочисленные локальные конфликты, которые сегодня зачастую как бы забыты, но в свое время они стали ареной соперничества этих сверхдержав. А внутри самих стран начались идеологические чистки. В СССР и странах Восточного блока любые проявления инакомыслия подавлялись репрессиями, а на Западе охота на так званую пятую колонну привела к преследованиям реальных и мнимых сторонников коммунизма. Однако, несмотря на жесткое противостояние, Холодная война принесла Европе и позитивные аспекты. Во-первых, не было больших войн в Европе.
После разрушительных мировых войн 20 века континент избежал новых масштабных конфликтов, так как страх ядерного удара удерживал и СССР, и Соединенные Штаты Америки от прямого военного столкновения. Во-вторых, экономический рост и улучшение уровня жизни. Западная Европа получила помощь США по плану Маршалла, пережила настоящее экономическое чудо. В 1950-70-х годах ФРГ, Франция, Великобритания и другие страны развивали интенсивно промышленность, внедряли социальные реформы и значительно улучшали качество жизни обычных граждан. Третье – это формирование Европейского Союза. В этот период, как вы знаете, началась интеграция европейских государств, объединение Европы стало противовесом как американскому, так и советскому влиянию, что в дальнейшем привело к созданию Европейского Союза. И четвертое – это распространение демократии в Западной Европе. Несмотря на влияние Соединенных Штатов Америки, западноевропейские страны смогли сохранить политическую автономность и развивать демократические институты. Хотя холодная война накладывала жесткие, скажем так, ограничения на политику Европы, нельзя сказать, что континент был полностью зависим от сверхдержав. Для Европы биполярный мир стал не только периодом подчинения, но и временем прогресса. С одной стороны, страны Западной Европы должны были учитывать интересы Вашингтона, а с другой стороны, именно в этот период они начали развивать собственную политическую и экономическую систему, которая впоследствии привела к созданию сильного Европейского Союза. Таким образом, друзья, 19 век вошел в историю Европы как эпоха относительной стабильности, но также и времени, когда усиливался национализм, который в конечном итоге привел и к глобальным катастрофам следующего столетия. После Венского конгресса в 1815 году, который подвел черту этой эпохи наполеоновских войн, Европа оказалась разделена между 5 крупнейшими державами. Во-первых, это Британская империя. То есть это морская держава, которая контролировала торговые пути и крупнейшую колониальную империю. Во-вторых, это Франция, восстановленная после революции монархия, стремившаяся вернуть былую славу. Дальше, австрийская монархия – это многонациональное государство, как вы знаете, которое балансирует между немецким, венгерским и славянским населением. И Российская империя, тогда крупнейшее государство Европы, которое обладало огромной территорией и влиянием именно на Восточную Европу и Балканы. И, конечно же, Пруссия, а с 1871 года это Германская империя, которая стремительно усиливалась и бросала вызов традиционным державам. Эта система 5 великих держав обеспечивала относительное, я бы так сказал, равновесие в течение почти 100 лет, за исключением той же Крымской войны и 3 войн Пруссии. Таким образом, Европа избежала крупных военных конфликтов. И здесь очень важно, что несмотря на политические противоречия, 19 век стал эпохой беспрецедентного экономического роста. Ну, во-первых, индустриализация охватила большую часть Европы, преобразив сельскохозяйственное общество в промышленное. Развитие железных дорог, фабрик и новых технологий привело к росту урбанизации, а улучшенные методы производства повысили уровень жизни миллионов людей. Во-вторых, рост среднего класса. Городская буржуазия, не игравшая раньше значимой политической роли, начала усиливать свое влияние. В таких странах, как Великобритания, Франция и Германия, парламентские институты постепенно приобретали все большую значимость, создавая ограничения для абсолютной власти монархов. И третье – это создание международной торговой системы. В середине XIX века Европа начала двигаться к свободной торговле, таможенные барьеры были ослаблены, появилась единая валюта, так званый золотой стандарт, что и способствовало стабильности финансовых рынков. Путешествия по Европе стали проще благодаря либерализации паспортного режима. Кроме этого, XIX век также стал временем глобальной экспансии Европы. Британские и французские империи контролировали огромные территории в Азии, Африке, а такие страны, как Германия, Бельгия и Италия, активно включались в колониальную гонку. Однако такой колониализм имел и мрачные стороны. Во-первых, это грабеж ресурсов и та же эксплуатация коренного населения были обычной практикой. Во-вторых, расовые теории использовались как оправдание этого колониального господства, а европейцы возвышали себя над другими народами, а восстание в колониях жестко подавлялось. Уже к концу XIX века национализм в Европе приобрел все более агрессивные формы,
Рост шовинистических настроений в странах вроде Германии, Франции и России национальная гордость перерастала в враждебность к соседям. Во-вторых, это закрытие экономик. Страны, которые ранее поддерживали свободную торговлю, начали вводить протекционистские меры, защищая свою промышленность с помощью высоких пошлин. В-третьих, это гонка вооружений. Государства вкладывали просто огромные средства в развитие армии, флота, создавая беспрецедентные военные арсеналы. И в-четвертых, это страх перед закатом Европы. В литературе и философии того времени появились уже тогда тревожные нотки о предстоящем упадке западной цивилизации, страх перед революциями, распадом империи и моральной деградацией. И здесь главным недостатком системы 5 великих держав стала ее неспособность предотвратить крупнейшие конфликты в истории человечества. Первая мировая война 1914-1918 года стала не просто очередной войной, а просто катастрофой, разрушившей прежний порядок. Сложная система альянсов и противостояний привела к тому, что баланс сил был разрушен. В 1914 году, после убийства Франца Фердинанда, Европа вступила в войну, которая уничтожила 4 империи – германскую, австро-венгерскую, османскую и российскую. На самом деле, Первая мировая война стала основной причиной Второй мировой войны, а весь XIX век, несмотря на свою стабильность, оказался всего лишь затишьем перед бурей. Друзья, мы с вами видим, как особенно в последние недели Европа все активнее движется в сторону многополярного мирового порядка, и на то есть свои причины. Сегодня она стремится стать одной из ведущих мировых держав, не уступающей по влиянию Соединенным Штатам Америки и Китаю. Это означает укрепление военной обороноспособности, преодоление экономического отставания и, что не менее важно, защиту европейских ценностей свободы. Страны ЕС хотят видеть Европу независимой, суверенной, оборонительной и демократической силой. Однако, двигаясь по этому пути, может ли Европа извлечь уроки из прошлого? История показывает, что возвращение к многополярному миру XIX века невозможно, да и никто и не стремится к его полной реконструкции. Но в то же время важно, друзья, учитывать и ошибки прошлого, особенно если речь идет о формировании новой архитектуры международных отношений в 21 веке. Итак, 3 ключевые ошибки XIX века, которые нельзя сегодня повторять. Во-первых, эта Европа должна оставаться оборонительной силой, а не предъявлять какие-то имперские претензии к другим территориям. Одной из главных причин катастрофы Первой мировой войны стали взаимоисключающие имперские амбиции европейских держав. В XIX веке колониальная экспансия оказалась просто-напросто неизбежной, и государства вступали в эти ожесточенные конфликты за сферы влияния за пределами Европейского Союза. Британская империя, Франция, Германия, Россия и Австро-Венгрия соперничали между собой за контроль над территориями, что в конечном итоге и привело к неминуемому столкновению. Современная же Европа не должна повторять этот путь. Если ЕС хочет сохранить мир и стабильность, ему следует сосредоточиться на внутреннем укреплении и защите своих границ, а не пытаться проецировать влияние на другие регионы мира. Во-вторых, это необходимость выработать общие правила для всех мировых игроков. Одной из причин, по которым система 5 великих держав XIX века просуществовала так долго, было наличие четких правил и дипломатических механизмов, которые позволяли балансировать вот эти вот интересы государств. Но в конце века этот порядок начал разрушаться, что и стало, соответственно, предвестником глобальной катастрофы. Сегодня идея единых правил игры для всех мировых держав может показаться утопией, однако без этого, еще раз повторюсь, невозможно обеспечить стабильность. Европа должна стремиться к формированию прозрачной системы международных договоренностей, которая поможет предотвратить конфликты и обеспечить долгосрочное равновесие между государствами. И третье, это Европа должна думать не только о своем месте в мире, но и о глобальной стабильности. Еще одна фатальная ошибка XIX века, особенно со стороны Германии, как вы знаете, заключалась в том, что она сконцентрировалась на собственном усилении, не задумываясь о стабильности международной системы. После объединения Германии в 1871 году страна быстро стала мощной индустриальной, военной и научной державой, однако главный акцент был сделан не на том, как сохранить баланс в Европе, а на том, как максимально выгодно встроиться в уже существующую систему великих держав.
В результате Германия оказалась в изоляции и стала ключевым триггером будущего конфликта. Таким образом, когда делаешь первый шаг, всегда стоит заранее подумать и о втором. Друзья, мы с вами становимся на сегодняшний день свидетелями исторических событий. Какой именно путь выберет Европа? Как вы думаете, сможет ли она отстоять свою независимость или станет пешкой в глобальной игре сверхдержав? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!